Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Начала шить и вспомнила анекдот. Встречаются двое. Один говорит: записал свою жену на карате. Ну и? Ну, я научился пылесосить, готовить, а от стирки просто тащусь. А почему я этот анекдот вспомнила? А потому что стала перебирать свои запасы лоскутков и увидела, что остались только блеклые бежево-коричневые цвета. Размер и форма совершенно разные. И остались еще светло-голубые полоски шириной 3 сантиметра. Это я как-то выкраивала бейку. Для начала все ткани попробуем хоть как-то объединить. Нарежем их одной ширины 8 сантиметров. Длина сколько получится. А вот уже теперь приступим к работе. Все детали будем сшивать между собой короткими сторонами, чтобы получились длинные ленты шириной 8 сантиметров. Естественно, стараемся работать экономно. Шьем гирляндой. Закрепки в начале и в конце каждой детали ставим обязательно. Соединили детали попарно, потом сшиваем уже готовые пары. Полученные длинные заготовки тщательно проутюживаем. Шить будем сразу по основе. Возьмем кусок крепкой бязи и соединим с холстопрошивным полотном. Это хлопковый ватин. Его можно купить в магазинах ткани, но надо спрашивать у продавца, потому что не всегда его выставляют в торговом зале. Или заглянуть в хозяйственный магазин и найти этот хлопковый ватин под названием «тряпка для пола». Чтобы ткани не смещались, можно их прошить иголкой с ниткой. И еще маркером нарисуем линии. Это нам поможет шить ровно. При работе за швейной машинкой ткань основы укладываем ровно. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Поверх нее помещаем широкую цветную лоскутную полоску и светло-голубую узкую бейку. Прошиваем это соединение. Дальше отгибаем узкую бейку и закрепляем, отстрачиваем фигурным швом. Дальше опять укладываем лоскутную деталь и пришиваем ее. Опять отгибаем и отстрачиваем. Вот здесь обратите внимание, деталь основы идет на расширение, поэтому в начале и в конце шва
оставляйте побольше запас ткани. Так мы шьем и шьем, постепенно заполняя всю основу. Еще желательно прошить, простегать и широкие лоскутные полоски. Вся основа заполнена, ее надо проутюжить с паром. Потом тщательно подровнять и отрезать лишнюю ткань. Сами понимаете, ткань – это ткань. Как бы аккуратно мы ни шили, деформации неизбежны. И остается только окантовать нашу заготовку. Возьмем прямую полоску ткани с шириной 4 см. Приложим ее к лицевой стороне и пришьем. Как это делать правильно и красиво обрабатывать углы, я уже не раз показывала в своих видео. Этот способ работы описан в советских учебниках по швейному делу. Пришитую бейку отгибаем на изнаночную сторону, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. По лицевой стороне строчку прокладываем в шов. Она потом будет закрыта наплывающей тканью, и ее не будет видно. А с изнаночной стороны все красиво и аккуратно. Но если вы новичок, то лучше сначала прошейте иголкой с ниткой. И получилась у нас замечательная салфетка. Я ее планировала для сушки посуды, но теперь смотрю и понимаю, что получилась просто прелесть прелестная и красота красотеющая. И что-то жалко мне ее для посуды. Надо было все-таки сделать декоративную подушку. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивей
и интересней, чем у меня. Оставь меня, работа, я в печали. Приди ко мне, зарплата, я скучаю. Ой, в общем, без работы тяжело, но мы трудностей не боимся. Всем желаю творческого вдохновения. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!